Поскольку настроение сегодня отличное, мы начнем этот выпуск с вдохновения. Наша замечательная рубрика, где я вам советую, что посмотреть. На этой неделе я вам советую аккаунт Антони де Салабери, французского дизайнера. Здесь, конечно, есть что посмотреть, а особенно крутые мотики. Так что, друзья, вдохновляйтесь. Я здесь прямо очень много нашел того, чего мне нравится. Картиночки на вашем экране, так что будет минутка перед сном, обязательно полистайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст о кастомайзинге Box 39. Мы, как люди, страдающие в поисках контента для Ютуба, пробуем абсолютно все форматы. И приглашаем людей просто из серии у нас самого будет японское шоу, и мы, обмазанные в масле, будем прыгать по мотоциклу. Макс Пономарев, если кто не знаком. А вы должны знать таких людей в лицо, потому что Макс — это... И в Инстаграм. Ссылочка в описании, естественно, и на Инстаграм Макса, и на все остальное. Макс — действующий дизайнер такого бренда, как MV Agusta. Да, хотел бы подчеркнуть, что с недавнего времени именно подразделение именно электромобильности. То есть у нас настоящий дизайнер из Европы, отвечающий за электричество? За электричество, да. Подключаю его и раздаю, так сказать, в массу. Вот это прям сейчас сюрприз для меня, потому что наш разговор Да, он повернулся. Не, я Подожди, я электричество и в мотоциклах, или это только скутеры и велосипеды? Нет, вот скутеры и велосипеды. Ну то есть к мотоциклам это не относится? Возможно. Тебе нельзя. Я понял. Опять эти я вам завуалированные. объясню, в чем дело, что MV Agusta на последней выставке, что за выставка была? Айкма. Ну, самая такая грандиозная выставка в Европе, которая почти как Женевский автосалон для автомобилей. Вот на последней выставке MV Agusta представила, значит, электрический самокат и велосипеды, да? Да. Да, и Макс непосредственно дизайнерил весь этот став. Кстати, самокатик просто потрясающий. Который красненький? Да, я думаю, все на него немножко там чуть-чуть, да. Это самый просматриваемый рилс у меня в инстике. Круто. Ну, в общем, в итоге, да, мы можем обсуждать сейчас эти продукты, а, естественно, про то, что разрабатывается, никто из сотрудников говорить ничего не может, поэтому мы с вами можем только догадываться. Но, естественно, все понимают, что сейчас абсолютно любой производитель мото- и автотехники занимается электричеством, потому что иначе ты просто выпадешь через какое-то время из рынка. Роман, так получилось, что люди любят, когда вы им что-нибудь рассказываете, а по невероятному стечению обстоятельств на вас микрофон, Роман. Да, и мне как А самое всегда главное, на мне рассказать. и на вас микрофон. Друзья, смотрите, как у нас круто. Такой стол, с резиночкой вообще. Прямо как в кино, Роман. Прямо как в кино. Давай рассказывай, что ты фрезеровал. Так, кронштейны для вот последние, FXDR. Да, должны быть зеркальные. Кстати, тут стало поприятнее. С учетом мойки мы помыли все кондукторы, стало немножечко попрезентабельнее. Да, мы все перемыли, и это просто офигительно. Болваночки тоже все перемытые стоят, да? Это точно. Вот здесь много красоты. Да, вот глушитель пошел. Друзья, вот это, конечно, событие всего выпуска, потому что это, друзья, глушитель на Триумф, который у нас очень сильно подзавис. Мы с вами сейчас, когда будут все детали готовы, мы на нем отдельно остановимся, я вам все покажу, сделаем обзорчик. Но то, что это сдвинулось с мертвой точки, это просто потрясающе. Это только одна деталька, Роман? Пока да. Вторая сейчас, буквально вот сейчас, да? После колеса. Собственно, вот центральная часть. Ну, то есть не центральная, это фланец, который вот сюда вот встает. И буквально после колеса встает передняя часть. Слушай, а сюда приходишь, когда видишь готовый продукт, прям настроение поднимается. Здесь смотри какая. Блин, как круто с помытыми деталями. Это просто пушка-гонка. Мы их называем центры маятника. Центр маятника. Это центр вселенной, Роман. Маятнички фэтбоя также готовые. Задняя часть для эксцентрика. Крышечки. Не все, правда, еще. Это у нас подножечки для живота. Сами эксцентрики. Здесь у нас с вами еще много-много всяких подножечек. Хвосты. А здесь у нас маятники на XDAVL.
В общем, друзья, если вы делали ремонт когда-нибудь в квартире и вам кажется, что его делали слишком долго, просто вспомните наше вот это помещение. Потому что я вам когда его начал снимать? В сентябре? В Начало октябре, сентября, да. Сейчас конец декабря, и оно все еще ремонтируется. Сказать больше нечего. Но тут, естественно, есть определенные прогрессы, потому что здесь уже проведено электричество, здесь уже горит свет. Сейчас вот парни докрасили стены, осталось выкрасить радиатор, закрыть там Кстати, это. здесь повесили свет, как вот это, с двумя разными лампами по температуре. Какие вы умные. Так, мы заапгрейдили систему мойки. Теперь у нас есть отдельная раковина для того, чтобы просто отмывать детальки после щелочи. Вот. Моечка, в принципе, работает, все хорошо, фен больше не поднимается. Вот. Так что все. Ну, в общем, достаточно приятный вайб воцарил на производстве. Здесь уже очень приятно находиться, но пока еще не идеально, есть к чему стремиться. Есть несколько фэншуйных моментов. Конечно же, операторы не могут сами себе организовать уютное местечко, поэтому за них придется немножечко все доделать. Просто мощно бомбанул прошлый выпуск, друзья. Ох, как классно задевать щепетильные темы. Куча комментариев, звонков. Знаете, какая самая классная характеристика, значит, хорошего блога? Это когда тебе начинают звонить друзья, знакомые, клиенты и начинают обсуждать с тобой то, что ты говорил. Это очень приятно. В общем, кучу эмоций я получил. Вроде бы рассказывал о грустном, а в итоге все это перевернулось в огромную поддержку, сострадание, обсуждение одних и тех же проблем у всех, короче, бизнесменов. Все одинаково. Было только несколько негативных комментариев, но один я хочу с вами разобрать как замечательный пример. С полным уважением к комментатору и никакого унижения или еще чего-то его достоинства, и не трогая его личность, просто это очень хороший пример. Так вот, по мнению одного из человека, я очень заносчивый человек, в котором он разочаровался. Так вот, представьте, человек разочаровывается в том, что я пытаюсь найти сотрудника в собственную компанию, который будет со мной разделять какие-то ценности, вернее, какие-то понятия вменяемости. То есть мой цинизм по отношению к качеству продукции, дизайну и всего остального его полностью устраивает. И он получает от этого эстетическое удовольствие. Но как только цинизм перекидывается на сотрудника, здесь, извините, значит, мы обижаем чувство верующих. А вот взаимосвязи никто искать не хочет, потому что это сложно и обижает, внутренне, вы понимаете, о чем я говорю. Вот именно это я называю лицемерием по отношению к самому себе. Давай вообще немножко расскажи вкратце. Во-первых, ты сколько, 2 года уже, да? Там? Да, уже 2 года. 2 года в Италии. LinkedIn подсказывает, что год и 10 месяцев. Давай вкратце. Охарактеризуй это время в твоей жизни. Все судьбообразующее. Судьбообразующее. Сперва вот переезд в Питер был судьбообразующим, потом Италия судьбообразующим. Интересно, потому что очень часто ты думаешь про то, что дизайн — это просто про порисовать, а в итоге ты, когда сталкиваешься с маркетингом, с продажами, с доставкой и прочим, ты понимаешь, что твоя задача как дизайнера не только показать продукт красиво, но и продумать его логику того, каким он
От производства до потребления, да? Да. То есть вот как человек, открывая, допустим, какую-то коробку, он что он получает, какие он эмоции получает. То есть примерно вот теперь я очень сильно понимаю логику того, почему айфоны там открываются именно так там и вот сдергиваются. То есть ты все это то же самое как бы продумываешь. Во всяком случае, это занимает твою голову вот так. И это уже как бы на постоянке. Вот это вот уже не просто дизайн. Ну, это мне так кажется. Ну да, и на самом деле мы сталкиваемся с тем, даже мы сталкиваемся с тем, что в основном все дизайнеры, которые как бы себя так характеризуют, это в основном действительно порисовать. И никто не может нигде получить опыт от вот этой рисовалки до готового продукта. Да. Особенно в мотосфере, ну просто таких компаний не существует. Действительно, да, мы тоже сейчас уже понимаем, что когда ты рисуешь какую-то херню, ты уже думаешь о том, а как там сядет второй пассажир, Да, как он будет картошку на нем возить на Ducati X Diavelli. Именно. И это не только про то, чтобы нарисовать один продукт, тебя сразу же, ну, точнее, не тебя сразу же, а ты сам сразу же начинаешь нагружать себе, какие там аксессуары, там, какой еще вот у тебя дополнительный может быть маркет для того, чтобы люди как-то смогли кастомизировать эту историю. Потому что с мотоциклами там условно все понятно, да, а вот с новыми отраслями, с новыми вот этими сферами рынка тебе немного труднее, потому что никто этого не делал, и тебе нужно что-то заново придумать и дать какой-то некий вот, некую фичу такую, чтобы она сработала, и чтобы люди сказали, блин, классно, вот это я хочу. А тебя кто-нибудь сопровождал по самокатам? Я так понимаю, ты же вообще первый продукт, ну, такой для MV Agusta, правильно? Ну, у нас есть самокат, который Rapido, который сейчас находится уже в продаже, и есть который наш стилистический концепт, это вот маратоны, названные в честь города, в котором находится наше подразделение. По самокатам нас никто не сопровождал, но есть уже наработки наших как бы конкурентов, на которых ты можешь сделать какой-то некий анализ того, что происходит в рынке, как ты можешь туда что-то либо добавить, либо наоборот это становится ненужным людям там, и так далее. То есть большая аналитика проводится, и в связи с этим ты уже потом делаешь, ну, рисуешь дизайн. Ну и что, и как на выставке, какая реакция? Реакция крутая. Я был единственное в пресс-день, я не был как бы на официальной части выставки, когда все приходят, но народу там было очень много. Очень много людей, заинтересованных именно в электрической истории, и в велосипедах электрических, и в самокатах, то есть представителей разных фирм, допустим, по производству там грипс, дисплеев и еще чего-то, которые предлагали свои брошюры, свои какие-то продукты, которые они делают, которыми мы можем в дальнейшем оснастить. И это означает, что как бы рынок растет, и появляются какие-то новые возможности, которые мы тоже там можем использовать, потому что невозможно все внутри фирмы на данный момент производить, потому что у нас очень маленькое подразделение, и оно только вот сформировалось. Ну, для тебя этот переход, он что означает? Ты никогда не вернешься к мотоциклам? Нет, почему? Ну... Ну понятно. Короче, для меня Макс этот рисует переход... электрический MV Agusta. Вот вам зуб даю. Он, конечно, не признается, но... Кто? Мне тоже он не говорит, но по факту я думаю, что это так. И вот этот скутер, скорее всего, это отсылочка. Я вижу его на глазке. Мы с ним слишком давно знакомы. Да, кстати, из предыстории Макс успел с нами немножечко поработать в 2018 году.
баночка отфрезерована практически, остался только задний фланец. Значит, технологический смысл в чем заключается? У нас с вами готова начинка на нее, я вам потом покажу, это как бы флейта, которая имеет такую же сложную форму. Вот, мы предварительно соберем эту банку и скрутим ее, проверим, если все работает, ничего не надо там внутри переделывать, и мотоцикл как бы адекватно себя поведет, и можно будет настроить эту всю тему, тогда мы уже завариваем и убираем вот эти фланцы, то есть она будет как бы гладенькая, будет все это четенько. Вот, так что, надеюсь, эксперимент будет успешным. Но по сути нам даже ее в симуляторе продували, все должно вроде как быть хорошо, но, как говорится, опыт покажет. Жизнь в Италии. Сложно и интересно. Сложно? Сложно. Много всяких... Я так полагаю, что очень сильно влияет менталитет, потому что он у нас разный, и некоторые вещи, которые в России делаются просто вот так, в Италии это просто месяца. Но мне хорошо, я рядом, у меня до Швейцарии 10 минут ехать. У меня все отлично. Бываешь там, да? Нет, я еще ни разу не ездил, потому что много работы. Что, о России вообще что-нибудь там говорят? Ничего не говорят. Ничего не говорят. Да, только Когда спрашивают тебя, откуда ты, они типа... Я помню, когда они сказали: о, а ты откуда? Я говорю, я из России. У нас спутник не принят. Слушай, ну вот ты работаешь с людьми, да? Да. Прям пипец талантливые, прям пипец крутые чуваки, или все такое как бы, ну, посредственное, типа как у нас? Вот ты вот прям приехал такой, типа, о, нифига, какие дизайнеры, нифига, как процесс построен, нифига, как это круто. Тебя что-то удивляло вообще, или все такое, как бы, ничего такого особенного? Когда я только пришел, я все пытался воспринимать как новое и учиться. То есть я не как-то критически подходил к тому, что ой, ну вот это мне не нравится, вот это, ой, а зачем вы так делаете, можно проще. Правильно, ты воспринимал как данность. Я вот пришел, и как бы мне показали, как надо. Возможно, что это в каких-то странах абсолютно не так. То есть MV Agusta, это еще нужно учитывать, что это семейная как бы фирма. Дизайн-студия там такая же маленькая, как и сама фирма. А сколько народу? Про мотоциклетное подразделение всего там работает со всеми сборщиками, тестировщиками порядка 32 человек. Это разработка и дизайн, и визуализация, и все вместе. То есть, сейчас в моей голове, знаешь, такие... Это много или мало? И непонятно. Ну, нет, если так расценивать, то примерно по моим... Я слышал, что на студии в BMW, мотоциклетной студии, дизайнеров только человек 70. С 3D-шниками там вместе. Чего, Дим? Ну и все. Иногда дизайн разрабатывается совершенно, маленьким количеством людей, и это абсолютно нормально. Тогда при этом случае, как мне кажется, есть вероятность действительно найти какой-то свой семейный стиль, Ну да. потому что если ты будешь вот так вот распыляться, большой риск уйти куда-то не туда. Наши пацаны не любят, когда мотоциклы одинаковые. Ну что это вы рисуете, у вас опять живота получается? Это называется... Подождите, я сейчас это дизайнерски обосную. Это называется фирменный стиль. Это называется family feeling, дизайн key lines, как говорится, и так далее и тому подобное. И это то, что кардинально сильно отличает такие студии, как ваша, допустим, Arch и какой-нибудь Конфедерат или Curtis, да, от других студий, которые каждый божий проект, они меняют свой стиль, пытаясь пытаясь из себя что-то выжить. И я не говорю, что это плохо. Просто, как по мне, действительно классные, правильные, обдуманные вещи рождаются во времени. Они не рождаются за один проект. И как бы... Послушайте умного человека. Я просто помню, когда мы начинали, мечта была найти свой стиль. Мечта. Всем казалось, блин, вот бы найти свой формат, который заходит, типа, и вот как бы это...
думал на эту тему в примере Покраса Лампаса. Когда он начинал заниматься своей каллиграфией, Покрас вообще очень крутой. Он начал дорабатывать каждый раз свой стиль, доводить его куда-то, как-то с ним работать и постоянно его немного изменять, потому что всегда в начале какие-то линии характерные, они выглядят очень спорно, но если ты над ними начинаешь работать дольше, года проводишь над этим, и это вырастает действительно вот в то, что, типа, это бокс. То есть ты можешь даже не увидеть там какой-то там логотип или еще что-то, или там это Покрас, там, а это Ван Гог, то есть... Макс, короче, он говорит, что у тебя все неправильно нарисовано. Нет, все правильно. Просто вот тут Пей, тебя... Макс, Блин, я его чуть боюсь, да? Я похудел. А ты правильно. По поверхности можно, смотри, блик идет, начинает ровно идти. Его можно чуть-чуть вот эту поверхность приподнять, центральные сивишки, чтобы они как бы по покатисти были. То есть у тебя блик сразу начнет как бы... Все будет. Все будет? Да. Alright, окей. Сырой вариант смотришь. Не-не-не, классно, чё. Макс, готовь там лебедку. И вот здесь вот variable можно растягивать. катануть тоже, вот тут вот. Variable катануть, потому что у тебя вот здесь вот он получается, и вот здесь он плюс-минус такой одинаковый. То есть его можно немного дать ему как бы вот здесь вот с 20-ки, да, потом выйти там на 5, и вот здесь вот дальше его еще немножечко подразогнать, чтобы он, может, там 20 был, и тогда он у тебя получится такой чуть поживее. Но все-таки в теории простроить его надо, чтобы он планарный был. Российский кастомайзинг все исправит. Мы ж поклевочкой вот так вот с 5 на 20 выйдем. Ну, кстати, Джота там же. Да, на Джот 3 килограмма шпаклевки, да. Тут мужик, блядь, ходит здесь постоянно. Дорогие друзья, Максимка мне привез вот такие вот подарочки. Мы подпишем сейчас эту историю, это же открыточка. Это рисунок Максимки. Вот. И давайте разыграем ее с простыми условиями. Просто коммент написал любой, и все, мы потом... А мы пальцем выберем. Пальцем тыкнем и выберем коммент, да, и отправим человеку на Новый год. Приятно будет, да? Ну что, Максимка, мы горды тем, что ты у нас такой красавчик, работаешь в таком именитом бренде. Не зовешь нас, правда, никуда. Каждый раз, как ждем. я приезжаю. Макс, ну что, когда? Когда ты Мы уж всё ждем приглашения, вот этого какого-то партнерства. Нет, русский, когда уезжает в иностранную компанию, первое, о чем он забывает, это о русских. Вообще нет. Вот почему? Почему сразу так вот? Это как-то... Ну вот я когда уеду отсюда, я обязательно обо всех забуду. Особенно о всех партнерах, которые делали мне порошковые покраски, малярные работы, всех. У тебя прям в забуду. сердечке Да. это застряло Я просто. возьму Малярка. все адреса этих людей, напишу их на бумажке и закопаю в каком-нибудь итальянском Нет, саду. сожгешь, и пепел уже закопаешь. Да, Ну и- что такое это? Развею его над Атлантическим океаном. Нет, друзья, я всех люблю, это все неправда. Брат за брата такой за основу взят. Этот выпуск уже будет последний в этом году. Итогов я сильных подводить не буду, потому что, в принципе, отлично был год. Мы развивались, переезжали, получали новые заказы. И самое главное, что нам дал этот год, это понимание того, чем мы займемся в следующем году. А уже какие-то итоги будем подводить ближе к лету, когда новые проекты выйдут на дороге общественного пользования. Вам всем огромное спасибо, что вы с нами все это время. Надеюсь, все преобразования, которые были с бложиком в конце этого года, вам очень понравились. Надеюсь, вас станет больше из-за этого. Ну и вас всех крепко-крепко обнимаю, приподнимаю, кружу, вот так вот ставлю на место. С Новым годом, друзья, Рождеством. И мы, кстати, выйдем на праздниках с небольшим спешалом. Всех обнял, приподнял.